Всем доброго утра. Итак, друзья мои, еще раз хочу обновить не правила, а обновить в вашей памяти, каким образом обращаться ко мне за помощью. Дело в том, что у вас очень много, сотни тысяч только на одном канале. Почти 300 тысяч человек. А у меня есть и другие каналы, есть дочерние каналы. Есть каналы в Рутубе, есть сайт, причем не один. Официальные сайты, есть сайты, которые открыли наши подписчики для того, чтобы сохранить мои труды на разных ресурсах. За последние годы огромное количество появилось дочерних каналов, огромное количество страниц и каналов на других сайтах и ресурсах. Поэтому, естественно, люди узнают, пишут, просят о помощи. И это нормально, в принципе. Но для чего это было все создано, вся эта информация? Поскольку очень часто мои каналы подвергались атакам, и много было желающих уничтожить мой труд, то я дала возможность моим зрителям заработать на рекламе, но в то же самое время сохранить мои труды. И это был очень разумный, правильный шаг, потому что больше каналы не подвергались атакам. И я объясню почему. Когда у тебя один или два канала, в котором вся информация содержится о твоих работах, когда несколько дочерних каналов крупных, в которых резерв, то есть скопированы все твои работы, загруженные повторно, то намного легче убрать и удалить из Ютуба твой канал, удалить твои работы. Достаточно удалить твой канал и крупные дочерние каналы. Что, собственно, и делали. Буквально недавно, почти полгода назад опять это было. И я просто поняла, что чтобы обезопасить свои работы, чтобы у них не было желания, стимула и смысла удалять мои работы должны быть много где, и каналов должно быть большое количество, и тогда просто бессмысленно удалять мой канал. Нет смысла. Поскольку они понимают, что только в Ютубе буквально недавно я смотрела больше 600 каналов, посвященных моим работам. Это те, которые я нашла. Я эти хэштеги, кажется, называется, нажала. Там показали, по крайней мере, 600 каналов. Таких нормальных каналов, в которых уже достаточно подписчиков и достаточно загружено моих работ. По крайней мере, по 3-4 тысячи работ в каждом этом канале есть. И теперь понимаете, что нет никакого резона удалять, и они понимают, что нет смысла. Это ничего не даст. Вот, собственно, таким образом, пользуясь своим стратегическим мышлением, я обезопасила свой труд. Мне приходилось выходить из таких ситуаций не раз и не два. У меня большой опыт ведения интернет-войн, поскольку я много кому мешала и мешаю сейчас. Я лишила их хлеба, понимаете? Очень многие повторяют мой стиль работы, пытаясь подражать мне. Очень многие берут мои лекции и пытаются пересказать по-своему. Я думаю, что вы уже видите это все. Но у них не будет никогда такого успеха, поскольку это не их знание. Когда это вызубренный текст, ты можешь, конечно, красиво это все выложить, объяснить, но, знаете, когда дело доходит до работы,
Ты не можешь показать себя таким профессионалом, как я. И поэтому это так, особо ничего не приносит. Кроме всего прочего, люди ориентируются не только на то, сколько ты знаешь, как ты можешь красиво рассказывать, умно говорить. Они еще смотрят на то, что ты видишь. Если ты ведьма, у тебя есть ясновидение. Если человек приходит к тебе, и ты видишь его судьбу, то сколько бы ни говорили обо мне всего такого, для этого человека это не имеет значения. Поскольку человек сам убедился в том, что я увидела его судьбу, его жизнь, его прошлое, что мне никто не мог рассказать. И после того, как я с ним поработала, его судьба изменилась. И он это увидел. Он увидел мой труд, он увидел мою работу, и теперь ему совершенно безразлично, кто там что говорит, кто как считает, кто как думает и кто в чем хочет убедить людей. То есть я доказывала свою правоту своими работами. Это самый правильный вариант и самый надежный. Теперь вас стало очень много, и, естественно, когда вы задаете вопрос, пишете, я иногда могу месяцами не увидеть ваш СМС, потому что достаточно написать, и сверху пишут столько сотен СМС, что ваш СМС уходит куда-нибудь. Постоянно одно и то же писать тоже раздражает, согласитесь, это тоже неправильно. И время от времени приходится обновлять в памяти эти правила по новой, чтобы мы с вами могли работать, взаимодействовать. Поскольку это очень большая нагрузка, а я живой человек, и я не успею всем помочь. Именно по этой причине я дала свою работу. И хочу вам заранее сказать, то есть изначально, пока не забыла, что мои труды, они содержат точно так же мою силу. И они так написаны, так созданы, что даже не нужно обладать. То есть, когда мне пишут, но у меня же нет там силы, я не ведьма. Так работы, которые созданы для всех, они как раз именно так и созданы для людей, не обладающих способностями или силой. И они созданы на основе древних знаний. Там есть ключи, там есть слова, которые заставляют работать этот заговор. Там есть зазывы древних сил, к которым обращались тысячелетиями люди, и поэтому они сильны, эти заговоры. Это точно такая же моя помощь и моя сила, как если бы я вам помогала. Просто в отличие от заговоров, естественно, работа ведьмы, она намного сильнее, эту мощь вы ощущаете быстрее, но я берусь за сложные дела. Я вам объясняла это. За такие работы, которые просто кроме меня никто не сможет сделать. Мои ритуалы смогут смягчить и оттянуть немного эту опасность, пока человек не придет ко мне, если у него серьезная проблема. И, естественно, я помогу. Но если у человека просто с глаз какой-нибудь, скажем так, от зависти все это закрылось, если у человека закрылись финансы, если у человека какие-то трудности, черная полоса началась и так далее, попробуйте сначала моими работами это исправить. Если уж не исправится совсем или будет помогать только на время, ну вот тогда можно обращаться ко мне, и я посмотрю, как можно помочь и в чем причина. Но если вы можете мои работы, применяя, исправить ситуацию, то делайте это и не приходите, не платите деньги. Я же вам все дарю бесплатно. Так вот, друзья мои, давайте с вами вот так договоримся. Во-первых, чтобы не загружать меня и Яну в том числе, потому что она записывает всех на консультацию. Знаете, я поняла и решила, что если у человека незначительная проблема, этот человек эту проблему исправит моими работами. Если у человека значительная проблема, если человек чувствует, что ему нужна моя помощь, значит, ему нужно прийти по консультации.
И это будет правильно. Тут дело даже не в оплате настолько, насколько в том, чтобы я тратила свое время, свои ресурсы, свою энергию на действительно нужные работы. Чтобы человек не пришел просто потому, что мне Петя и Вася нужен, а чтобы пришел и пришел со своей бедой, собственно говоря, и получил эту помощь. Понимаете? Не написал, а вот вы смотрите, там у вас есть консультация, а почем, от чего. Для того, чтобы этого не было, чтобы это избежать, у нас на канале есть главный ролик «Правила обращения». Он выведен специально как визитка канала, чтобы вы просто нажали, послушали и поняли, как к этому человеку обращаются, как к этому человеку приходит. Вот если мне нужно что-то, например, заказать, предположим, там, какую-то статую, атрибут. Я захожу на сайт, смотрю условия, как заказывать через курьера, каким образом. Если я не особо поняла, предположим, если там нужно написать, я пишу. Если можно звонить от сих до сих, какое время определенное, я звоню, спрашиваю: здравствуйте, я хотела бы заказать у вас вот такую статую, номер такой-то, такой-то. Есть в наличии? Сколько она стоит и какие условия для доставки или покупки. Человек мне говорит: такая статуя есть. Я заранее переписала, то есть код, чтобы сразу сказать. Вот, есть наличие. Он стоит столько для того, чтобы там или вы сами приезжаете, забираете, или мы отправляем, но это будет стоить там входить стоимость или дополнительная плата. Все. Меня условия устраивают, я заказываю, человек привозит. То есть, понимаете, звучит грубо, но прежде чем заказать, я не звоню там: здрасте, а вот это у вас есть такая статуя, а почем, а что, чего. Зачем? Есть сайт, там есть каталог, там все написано. То же самое касается, например, моих работ. Я не оказываю услуг, это слово меня раздражает. Прежде чем обращаться ко мне, это все-таки вы доверяйте свою судьбу мне, в руки человека, которого вы мало знаете. Чтобы этого не было, изучите, узнайте этого человека побольше. Попробуйте некоторые работы. Убедитесь в том, что этот человек сильный и действительно может помочь, что даже его работы способны помочь. Убедитесь в этом для себя. Поймите, что вы идете к нужному человеку, к тому, куда надо. И после этого обращайтесь. И не будете отнимать ни мое время, ни ваше время. Вместо того, чтобы написать: а у вас есть консультация, а чего, а как, почем, почему бы не изучить канал, посмотреть элементарно, хотя бы недели 2. Нажать вот эту вот визитку канала, посмотреть, есть консультация у этого человека, каким образом это происходит. Узнать условия. Подумать, а может я попробую что-нибудь самому сделаю сначала, посмотрю, как это вообще работает, потом обращусь к этому человеку. Понимаете? Когда ты назначаешь по консультации, просто отфильтровываются те люди, которым делать нефиг, которые просто пришли как зеваки, знаете, вот, может, чего-нибудь там посмотрят, может, что-нибудь не ответят так. Только на один вопрос ответьте, и все, мне консультация не нужна, только один вопрос: почему в жизни не получается? Это напоминает, когда к врачу толкаются, знаете, вот кто-нибудь там влезет без очереди, и все орут, а он: а да мне только на один вопрос надо вот спросить, только вот эту печать поставить. Заходит и вот полчаса там сидит. Потом другой рвется: мне только спросить надо, вот зашел, опять сидит полчаса. И тот человек, которому действительно помощь нужна, он вынужден ждать, пока эти вот, которым только один вопрос надо спросить, лезут и лезут со своими одним вопросом. Но врач не может одним вопросом отделаться. Знаете, зашли к врачу: вот у меня что-то болит, вот один вопрос только: а почему у меня болит? Для того, чтобы понял он, почему болит, он должен проверить давление, там, ритм сердца, отправить на анализы. И все это вместе в совокупности вам скажут, что ты вот принесешь это все, этот результат, и он сядет и скажет, объяснит, что надо и чего надо пить при этом, чтобы это прошло. Правда ведь? Не может же врач одним вот этим ответом сказать: вот у меня, знаете, у меня вот голова болит, что это может быть? Только на вопрос ответьте мне, консультация не нужна. Может, потому что тебя по голове ударили, может, ты упал,
Может, у тебя гематома, может, у тебя что-то пострашнее, может, давление, может, еще чего-нибудь, солнечный удар. Понимаете, это смешно. Когда вот лезут просто, пишут: здрасте, мне не надо консультации, а можно вот один вопрос, а вот почему у меня вот в жизни не получается? Я могу одним ответом отделаться. Просто не получается вот так вот. Судьба такая. Но если человек действительно реально серьезно хочет, чтобы ему помогли, увидели его проблему, он должен к этому серьезно относиться, он должен понимать, что это мое время, мои силы. Я должна сесть и посмотреть. Это не просто так, понимаете? Я села и сказала: ой, тебе порчу сделали, или там прокляли, или тебе позавидовали. Это цыгане на улице. Вот красавица, тебе все позавидовали, вот тебе поэтому плохо. И это достаточно, понимаете? Может быть, для кого-то. Я отношусь к своей работе очень серьезно. Мне нужно посмотреть, мне нужно сказать человеку полностью, в чем проблема, откуда это идет, откуда ноги растут, понимаете? Почему так происходит, почему, как надо исправить, что это даст и так далее. Подробно. Вы пришли с проблемой, я должна подробно вашу проблему изучить. И для этого недостаточно одного ответа. И вы вот так вот заходите, я пишу: изучите канал. А я вот изучала, а за сколько мне надо изучать еще? Еще. А вот один вопрос: а почему вот у меня вот это? Понимаете, вы занимаете мое время, в то время как человек, которому действительно нужна помощь, может недели 2-3 ждать, пока я приму. Потому что я тоже устаю, я не, знаете, это робот. Люди, которые принимают по 50-70 человек в день, якобы помогают, они просто денежные станки. Они никому не могут помочь. Это нереально. По 50 человек в день, по 3 минуты что-то там посмотреть, сказать по-быстрому. Это не помощь. Я в неделю могу взять, ну вот сейчас в последнее время, ну, например, человек 5, ну, 10. Больше нет. Раньше могла больше, потому что как время позволяло, и силы. Сейчас мне нужны и каналы, и книги, да и вообще я подарила столько, чтобы вы могли. Причем все разжевано, все напечатано, все. Пожалуйста, вам даже не надо текст сидеть печатать. Люди из древних книг сидели под лампами, сближали эти порванные листы, переписывали, понимаете, чтобы получить хоть какую-то помощь, какое-то знание. Вам этого не надо делать. У вас все готово. Зашли на сайт, набрали «Ведьмина изба», официальный сайт в Гугле. Выходит сайт, заходите в форум, нажимаете, пожалуйста, ритуалы для удачи, любовные ритуалы, денежные заговоры, для болезни, то есть от болезни, неправильно сказать, еще что-нибудь, защитные заговоры. Все вот так отсортировано и выложено, даже тексты. Если у тебя там что-то случилось страшное, вот скоропомощники, пожалуйста, «Ведьмина изба», набираешь, на сайте выходит вот этот пункт скоропомощников. Нажал, зашел, посмотрел, что тебе нужно. От проверки, от того, от этого, от преследования. Если плохо стало, сердцем стало плохо, там голова разболелась, не знаю, еще чего-нибудь. Взяла просто с телефона, прочитала, это тебе помогло. И сколько таких людей этим пользуются. Как еще нужно все упорядочить, сделать так, чтобы было комфортно. Нет возможности купить книги. 80% моей работы абсолютно даром. И даже когда книги говорят, я говорю: изучите мой канал сначала, чтобы понять, эти книги вам нужны или нет. Не надо сразу. Казалось бы, я заинтересована сразу, да, покупать. Нет, я говорю, все бесплатно дано. Попробуйте сделать, потом возьмете, ничего страшного, не спешите. Посмотрите просто сначала, изучите. Нет возможности эти книги приобрести, да ничего страшного. Все бесплатно. Распечатай все мои 15 тысяч работ и бесплатно пользуйся. Как еще? Что еще нужно делать для человечества, чтобы люди это поняли? Каждый год подробное просто описание всего, что будет в течение года. Сказала вам, что 2023 год – год семейного насилия. Посмотрите, каждый божий день. Открывайте, там, муж убил жену, там, детей, того-то, этого. Каждый день. Это такой будет год. Все объяснено, все по полкам разложено, про каждую страну. Так еще хватает наглости, сидят, пишут внизу. А вот скажите, вот в этом районе что будет? Может быть, вам сказать по улицам,
номерам дома, в каком доме кто женится. Вам не стыдно вообще? Вы настолько обнаглели и привыкли к тому, что человек просто всю себя вам отдает, что еще заказы раздаете. Во время этого мракобесия все эти годы я была с вами, я вам сказала изначально, не бойтесь. Я вас ввела, я вам объясняла, кто выживет, почему люди, которые нужны, которые важны, которые себя что-то представляют, останутся жить. С остальными по-другому будут себя вести. Ну, не хочу сейчас повторять. Это все было выложено. Я, понимая, что вы из дома не можете выйти, я вам сказала, не переживайте. Я весь год буду с вами. Я вам дам такие работы, для которых не нужны атрибуты особо. Достаточно спичка, там, свеча, огонь. И вы этот момент ужаса пережили. Жили лучше, чем кто-либо, когда люди в домах были закрыты. Вы работали, квартиры покупали, дома продавали, дачи строили. Понимаете, как будто вас это не касается. Потому что я научила вас тому, что мир духов, потусторонний мир, он такой же живой, как мы с вами. Наделен эмоциями, наделен знаниями, разумом. Достаточно просто перестроить себя, достаточно правильно просить с помощью тонкого мира, и ты не ощутишь вот все, что происходит вокруг. И всегда так было. Люди, которые обладали тайными знаниями, будь то магия, философия, психология, умение управлять толпами, эти люди всегда выживали, что бы ни происходило вокруг. Война, там, голод, холод, они выживали. И я всегда объясняю, что, друзья мои, властимущие люди, но те люди, которые действительно стоящие сильные политики, они просто знают вот эти законы жизни, понимаете? И они понимают, что на самом деле 80% населения Земли – это серая масса. И как хочешь, куда хочешь, туда и направишь. Они тоже приходят с мыслью всеобщего благоденствия, помощи всем на свете, а потом понимают, что это неправильно. Каждый человек должен чего-то добиваться. Если мы всем поможем, просто вот на блюдечке принесем, не будет стимула, цивилизация остановится. Именно поэтому она и развивается, что люди стремятся к чему-то, поднимаются, учатся, как зарабатывать, как эти деньги куда вложить, как правильно жить. Постепенно человек развивается, и потом в итоге уже становится, скажем так, полезным членом общества, понимаете? То есть я к тому, что все эти трудные годы, будучи с вами рядом, поддерживая вас, давая столько оберегов, работ, чтобы ваши дети вернулись живыми и здоровыми, понимаете, невредимыми, хотела сказать. Это же все труд очень большой. Именно потому, что сложное время, мне приходится концентрироваться на этом, и я предпочитаю помочь сейчас в этой ситуации больше, чем, о себе думать. Я бы могла это время просто использовать себе во благо и как бы просто много принимать людей. Это мой заработок. И чем больше я приму, тем лучше я буду жить. Потому что мои работы дают результаты, люди знают, кому идут, и они доверяют, они знают, что они не просто так отдадут, понимаете, эти суммы. И это символическая плата. И это реально символическая плата. Один раз платит человек и меняет свою жизнь, а потом в течение нескольких месяцев эта сумма возвращается. Отданная за магию всегда возвращается очень быстро. И в отличие от этих магуек, которые берут по 500 тысяч, по 1,5 миллиона, это реальность, я знаю таких случаев очень много. Понимаете? И ничего, ничем не помогают никому. Человек, который реально вам помогает и помогает больше бесплатно, но имейте уважение к труду этого человека. Я сказала в начале года, что будет, и вы уже видите, что просто молниеносно все это развивается. Смотрите, сколько землетрясений и всего такого. Сказано мной был год землетрясений. Даже в тех местах, где давно не было или где вообще не было, они будут. И просыпаются вулканы и все прочее. Так относитесь, имейте уважение, сумейте прослушать, понимаете, понять, что я хочу сказать. Не знаю, как еще говорить. Так вот,
чтобы не загружать ни меня, ни Яну, пожалуйста, давайте вот с вами договоримся так. Первое, что я хочу вам сказать. Голосовые мне не отправляйте. У меня очень много голосовых, очень загруженный чат. И поэтому не всегда они открываются, мне приходится каждый раз перезагружать телефон. Это очень раздражает и действует на нервы на самом деле. Поэтому я предпочитаю, чтобы вы отправили, написали. И потом не все умеют выражать свои мысли и чувства. Я понимаю, что переживают, волнуются. Я сижу полчаса, слушаю, ничего не поняв, что хотели мне сказать. Просто напишите коротко, четко. Я просто пробежалась быстро и ответила вам, что у вас, почему, что вы хотите. То есть вот вы написали там вот спросить насчет чего-то. Я вам сказала, вот это там ищите, это там найдите. Конечно, было бы желательно, чтобы вы сами изучали и не беспокоили по каждому вопросу меня. Первое, хочу вам сказать. Смотрите, что я делаю и чего я не делаю. И даже большими буквами на моем... Ой, представляете, вот это мои нервы. На моем сайте, извиняюсь, написано: привороты не делаю. Я специально попросила написать, ребята, которые сайт мой создали и ведут, чтобы мне не писали. А вот насчет приворотов обращаться, я попросила там написать. Вы это читайте все равно. Под роликом, который я выпустила с заглавием «Не делаю привороты», внизу пишут: а можно приворот, а почем он? Ролик называется «Я не делаю привороты». Человек внизу пишет: а приворот можно заказать? Ну вот где ваша голова? И как с этими людьми разговаривать? Как вообще? Как общаться? А вот мужчина ушел, не делаю, не возвращаю мужчины, женщины и так далее. Потому что я считаю, что если судьба освобождает нас от какого-либо человека, значит, освобождается место для лучшего человека. Все. Нельзя возвращать мусор обратно домой. Нельзя возвращать того, кто тебя предал и ушел. Или кого ты уже так устала, что выкинула из своей жизни. Нельзя возвращать. Это неправильно. Если есть мудрость у ведьмы, она и говорит: я не делаю это, я умею, я знаю, я могу научить, показать других практиков, как это делается, потому что, это часть магии, она имеет место быть. Хочешь противоядие создать, знай яд. Это часть магии. Но я не делаю. Понимаете, как часть медицины тоже органы отнимают у людей и через черный рынок продают. Это часть медицины, да, врач может это делать. Вот ему дали этот навык, он может спасать людей, а может вот так торговать частями тела человека. Как он использует свои знания? Это зависит от его воспитания, от его морального уровня. То же самое и ведьма. Вот есть у меня это знание, я могу, я знаю, как это делать. Но как я это применю? Захочу ли я жить тем, чтобы разбивать семьи, даже если это большие бабки платят? Или не захочу? Или я скажу: мне это неинтересно, я не хочу на слезах детей, женщин это делать. Потому что когда ты привораживаешь мужчину, отрываешь от его семьи, и он начинает бить там смертным боем, унижать. И когда дети смотрят, как маму оскорбляют, а мама нигде не работает, она зависит от этого мужика, понимаете? А его отрывают от семьи, прилепляют к другой бабе. И он унижает эту семью, и плачут эти дети, и жить не хотят. Хочу ли я на этом деньги зарабатывать, даже если мне большие деньги заплатят? Или не хочу? Зависит от моего морального уровня. А я не хочу. Я не считаю, во-первых, что это нужно. Во-вторых, я не считаю, что приворотом можно счастье приворожить. Это невозможно. Никогда не слушайте этих аферюк, которые говорят: безгрешный приворот, это все нет, вы не понимаете, это все так хорошо, он любит. Никогда этого не было и не будет, надо быть честнее. Вранье это все. Можно приворожить мужика, потащить к себе, привязать к одной женщине, он никогда не уйдет. Но это губить его жизнь. Он будет пить, он потеряет всех, он потеряет деньги, он просто станет никем. Если ей нужно это тело, пожалуйста, пускай он будет бегать за ней топором и никуда не уйдет. Ей надо это.
Но если она настолько дура, пожалуйста, делайте, если вам это хочется. Я так не хочу. То есть имею в виду, что я хочу направить свой труд, свои знания на полезное дело. Понимаете? Так вот, первое. Заходите на мой канал, изучите мой канал, попробуйте мои работы. Пока вы не сделаете сами что-нибудь, ко мне не подходите. Потому что вы должны убедиться в том, что магия работает. Вы должны сами понять, что это работает. Далее. Если у вас действительно серьезная проблема, вы записываетесь на консультацию. И оплачиваете эту консультацию. Я объясню почему. Потому что таким образом я определяю, действительно человеку нужна помощь, или он просто ему нечем заняться, он просто пришел так посвистеть и заодно и спросить, что мне там делать, почему у меня что-то не получается. Понимаете, если ему серьезно нужна проблема, он готов прийти и оплатить твое время. Тем самым сэкономить и мое время, и свое. Дальше. Когда вы приходите и пишете Яне, что вы хотите ко мне на консультацию, она направляет. Единственное, что она может спросить, вы по поводу чего? Мужика приворожите так, потому что многие, даже понимая, зная, что я это не делаю, думают, авось проскочит, а вдруг она примет. Поэтому она и говорит, она не просит вас там рассказывать чего, и никто не рассказывает, и не надо это. Но она может спросить, вы по поводу чего хотите? По поводу себя, личной там жизни или там неудачи, или по поводу там мужчины, еще чего-нибудь, чтобы понять, я приму этого человека или нет. Вот вы сказали по поводу там личных вопросов, вот у меня вот в жизни не складывается. Все, этого достаточно. Она ж не знает, почему не складывается, чего, и я это не знаю. То есть вот так вот просто. Вы пришли, я должна посмотреть. Все, она вас направляет ко мне. Я захожу, спрашиваю вас, там, вы ко мне, и я смотрю фотографии и говорю, нет, вам или рано ко мне, или вам нужно изучить, или я вам отказываю. Если я отказываю человеку, это не значит, что я его ненавижу, что он такой плохой и так далее. Это, конечно, глупость. Я не знаю этого человека, он для меня ничего не значит, чтобы я вот к нему какие-то чувства испытывала, хорошие или плохие. Просто в этот момент у меня могут быть такие случаи, что, например, ребенок в реанимации. Я работаю с этим ребенком, мне нужны силы несколько дней. Я могу отказать людям, потому что я понимаю, что даже если я бесплатно, даром помогаю этому ребенку, все-таки жизнь этого ребенка сейчас важнее, чем если я возьму плату и так далее. Попробуйте позже, через несколько месяцев. Так вот, я не беру плату до того, пока я не возьму на консультацию. Она сначала направляет ко мне. Если я зашла, сказала, Ян, вот эту женщину приму, этого человека я приму, да, это ко мне. Вот женщина там, например, написала, вот мне нужна помощь. Я смотрю, я говорю, вас беспокоит вот такой-то, вот, понимаете, мертвая душа. Она к вам привязалась. Давайте попробуем так. Сначала вот сделайте то, что я вам говорю, потому что там уже силы нет, он давно, он уже как бы уже не может вами питаться, он сам отпадет, уйдет, если вы вот это сделаете. Вы сами сделаете, если вам поможет, ну и отлично, все, вам не нужно ко мне. Если не поможет, тогда приму. Вот человек взял, сделал по моему совету и говорит, вы знаете, мне стало легче. У меня там боли прошли, все. Я говорю, все, значит, нормально. Значит, вот то, что я вам порекомендовала, помогло. Нет нужды приходить, деньги платить и все прочее. Ведь я могла взять эти деньги, правда? Я же вижу, что уже, собственно говоря, можно только этим ритуалом отделаться. Просто надо правильно указать, что делать. Я могла бы взять эти деньги, просто сказать, сделай этот ритуал и все. Ну, я честный человек, я говорю. Я в этом ритуале, я вложила в этот ритуал силу. Она вам поможет и без меня. То есть без моего присутствия, да, именно вот непосредственно. Возьмите, просто проведите. Все. То есть я вот смотрю, советую, вам отказано, вам не сейчас ко мне. Вам не буду, у вас мужики в голове пока одни, вы не созрели. Вы можете взять ритуал сделать. У вас все нормально, просто надо сделать от зависти или от сглаза, и оно пройдет. Вам консультация не нужна. Все. И
кого она записывает ко мне, то есть кого я приму на консультацию, только тогда, когда я сказала, я посмотрела и сказала, что я приму, они приходят, оплачивают и приходят. То есть я заранее не беру, чтобы посмотреть, а вдруг я не приму или мне это, то есть это не мое. Даже в этом случае я предусмотрела. Если я принимаю, я беру плату и, пожалуйста, приходите на консультацию. Далее я принимаю человека, я консультирую человека. Бывает иногда, что я могу забыть, потому что очень много дел, и на несколько дней позже могу ответить. Но я заранее предупреждаю, что в течение нескольких дней я буду отвечать. Если вас это устраивает, приходите. Нет, никаких проблем. Значит, не надо ничего оплачивать, идите. Человек согласен, замечательно, приходит. У нас группы, сайты, книги, очень-очень много работы и дел. Поэтому, чтобы это все регулировать, давайте с вами договоримся так. Если вам серьезно нужна моя помощь, вы приходите через консультацию, мне не пишите никакие вопросы, и Яну не напрягайте вопросами. Просто четко, ясно изучите мой канал, узнайте, в чем я помогаю, принимаю, а что я не сделаю. Но для этого вам даны работы, ритуалы. Берете и делаете. Дальше. Голосовое не отправляем. Далее, пожалуйста, не пишите «Здрасте, нужна помощь, помогите, у меня вот это, то». 50 смс за секунду. Это раздражает. Это действует на нервы. Никогда не смейте звонить мне по видеозвонку, особенно ночью. Вы не имеете на это права. Я даже знакомому человеку не позвоню по видеозвонку. Без предупреждения или без договоренности. А вам тем более такое право я не даю. Никогда не смейте звонить мне коллективом, целым колхозом. Я вам не гадалка с рынка, понимаете? Позвонили посмотреть, что там, чего и кого. Далее. Люди, которые считают, что магия это только привороты, вам не ко мне. Иногда бывает такой тупой вопрос. А что же вы тогда делаете, если привороты не делаете? По-вашему, кроме мужиков в этом мире других проблем не существует. Ну, например, исправить судьбу человека, убрать родовую порчу или проклятие. Ну, например, открыть денежные дороги человеку. Ну, например, помочь человеку найти себя в этом мире, убрать смерть, болезни. Это не важно. Если я мужиками не занимаюсь, то зачем я вообще нужна? Идите туда, откуда пришли. Идите, пускай вас обуют где-нибудь, знаете ли, и вы этого заслуживаете. Потому что если вы не понимаете разумные вещи, если вам нравится, чтобы вас обдурили, вам не ко мне. Мне это не нужно. Я свое имя заслуживала годами и не хочу терять это имя. Далее. Пожалуйста, еще раз нажмите на визитку канала и изучите правила обращения ко мне. Каким образом ко мне приходят. Что-нибудь сами проведите. Изучите несколько месяцев мой канал, только после этого напишите Яне. И приходите по консультации. Больше никак я не принимаю. Я устала. Естественно, вы можете мне написать какой-то там важный вопрос, если вас мучит, или там посоветоваться, может быть, что-то хотите. Это другой вопрос. Но по личным проблемам, вопросам, один вопрос задать, или что мне делать, или как вы чего смотрите, что вы там делаете, изучите, все узнайте сами, как я смотрю, чего я делаю, придете на консультацию. Все. Вас не устроит консультация, никто вас не держит. Вы можете дальше не просить моей помощи. Никто вам не говорит, что вы обязаны потом обязательно приходить и получать помощь. Есть люди, которые приходят довольны этой консультацией, но потом говорят, что у них там сейчас нет возможности, можно мы потом придем. Пожалуйста, приходите потом. И приходят потом через несколько месяцев и просятся на чистку. Хорошо, почему бы нет? Какая обида может быть? Это нормально. Человек пришел для начала, для себя узнал, понял, в чем вопрос, в чем причина. Это самое важное. Узнать, в чем причина, почему в моей жизни так происходит. А потом приходит это исправлять, когда он уже находит возможность. И я к этому нормально отношусь.
Не пишите, пожалуйста, в выходной день. Ну, мне можете иногда написать, если есть прям такая срочность. Но не пишите Яне, потому что она в выходные дни печатает все заговоры, ритуалы, книги подготавливает новые к печати. Вот не нужно ее беспокоить. И не беспокойте ее по глупым вопросам. Что, кого, чего. Не пишите, пожалуйста, под роликом вопросы. Это меня раздражает. Я удаляю эти вопросы. Иногда вместе с тем, кто постоянно ставит этот вопрос. Я объясню, почему. Потому что у меня нет времени. Я и не смогу сидеть и набирать под роликом ответ на вопрос. Тем более, что этот ответ давно уже дан лекциями. Но поскольку я знаю, что там очень много любопытных баб собрано, они сидят, начинают советы раздавать. Какие-то глупые. Человек пойдет, сделает, а потом скажет, а я в ведьмином избе вот это прочитала и сделала. Иди и объясняй людям, что это не я написала, это просто на моем канале она прочитала от кого-то. Это раздражает. Не пишите личные вопросы там, где не нужно писать. Не пишите о том, что у вас в жизни происходит, как муж ушел, чего там случилось. Никому это не интересно. Совершенно. Некоторые даже свой адрес пишут, настолько у них голова не работает. Естественно, я удаляю, если я вижу. Я читаю все комментарии, просто я не могу всем ответить. Я удаляю хамство, чтобы не превращать канал в базар-вокзал. Потому что людям неприятно заходить на тот канал, где их оскорбляют. И где админ или там модераторы канала никого там не защищают. Скажу вам, у меня нет модераторов канала. Нет, есть, конечно, когда в прямой эфир Яна сидит, но я ее не загружаю вот этим еще сидеть и модерировать, там что-то удалять. Нет, я смотрю сама за каналами, я слежу за ними. И как вы заметили, у меня нету грязи и базара. Я всегда корректно или ставлю на место, или удаляю, если я вижу, что это хамство. Просто хамло, которые пришли, там лишь бы что-нибудь гавкнуть. Могу иногда не заметить, когда сильно загружено. Но если мне пишут, там, вот, смотрите, там вот эти оскорбления, я захожу и удаляю. Я хочу, чтобы мой канал был такой оазис покоя в этом шумном, неспокойном, сумасшедшем мире. Понимаете? Я считаю, что человек должен зайти сюда и находить спасение просто. Это не высокопарные слова. Спасение. И я это спасение предоставляю своими работами. Просто надо брать и делать их. Без нытья. Действовать плохо в жизни – действуй. Не плачь. Просто действуй. И все поменяется. Итак, пожалуйста, есть какие-то жизненные вопросы, приходите через консультацию, я смотрю, отвечаю вам, говорю, есть у вас желание дальше, придете это исправлять. Нет возможности или желания, не придете. Но, по крайней мере, узнаете ответы на свои вопросы. Кому я как помогаю, кому я помогаю даром и так далее, это мое личное. Я здесь не собираюсь никому отчитываться. Но если вы приходите с вопросами, соблюдайте правила. Первое – изучить канал. Второе – сделать самим что-нибудь из этих работ, потому что их много. Я не принимаю нытиков. Я не принимаю людей, которые, а вот я не смогу, а вот мне не дана сила. В черный список, потому что я уже объяснила это, и я не собираюсь каждому объяснять. А вот вы можете за меня делать все. Если человеку говоришь, и он говорит, вот я не могу, вот я не знаю, как чего начать, а вот я боюсь, этот человек никогда не исправит свою жизнь, он будет ходить везде, ныть и плакать, и он привык, что за него все должны делать. С этими людьми бесполезно говорить, и я не собираюсь это делать. Я просто их выкидываю, чтобы они мне не мешали своим нытьем. Далее. Не отправляйте голосовые. Не звоните без предупреждения. Тем более на видеозвонок. Еще и по ночам. Если вы будете соблюдать эти правила, вам никто никогда не будет грубить или оскорблять или что-нибудь еще. Никогда не пишите мне какая-то гадалка чего-то там сказала,
А вот можете посмотреть, это правда или нет. Мне плевать, какая гадалка вам что сказала. Вот кто сказал, туда идите и выясняйте. Меня вообще не интересует, кто что сказал. Приходите ко мне, я сама увижу и помогу. Люди могут ходить в разные места до того, как узнают действительно, где настоящая помощь. Это допускается, это понятно. В отчаянном состоянии человек может обращаться куда угодно. Но если вы пришли сюда, значит, я сама вам скажу. Если вы доверяете мне и пришли, уважайте мой труд. Не надо мне никакие гадалки приводить в пример. Мне женщина написала, мне одна гадалка сказала, что вот я деньги не так много зарабатываю, и вот у меня там с работой какие-то проблемы, и вот недовольство жизнью. Я говорю, такая гадалка может кому угодно это сказать, и со всеми это совпадет. Что-то в последнее время у тебя там нехорошее настроение, работой ты недовольна, и денег мало все равно. Любому человеку это подходит. Это не ясновидение, это пальцем в небо, точнее пальцем в задницу. Вообще ни о чем. Ясновидение – это когда четко, ясно говорят о твоей жизни. И каждому свое говорят. Не надо думать, что каждому человеку нужно вот именно вот таким образом. Все по-разному. Что считает судьба важным и нужным для тебя лично, то и выявляется и выходит. У кого-то проблема в предках была, поэтому там больше подробностей. У кого-то проблема сейчас что-то сделали, поэтому сейчас в данный момент больше подробностей из твоей жизни. В любом случае, какое бы время ни затронул человек, он должен видеть хотя бы 80%. Понимаете? А вот гадалка сказала там чего-то, мне плохо, что-то настроения у меня нету. Это ерунда, это ни о чем. И если ваш интеллект на этом уровне, чтобы считать, что это великое ясновидение, то мне вас жаль. Любого остановим на улице и спросим, у тебя в последнее время плохое настроение. Увидел, какая-то великая ясновидящая, вот прям вообще в точку попала. Чушь собачья. Человек всегда недоволен, пока он живой, у него плохое настроение, что-то не так. Это ни о чем. И с этим приходить мне говорить, что какая-то гадалка чего там вам сказала, вы сами понимаете, какой будет ответ. Итак, я думаю, что повторять не нужно. Пожалуйста, если вы считаете, что ваш вопрос очень важен, судьбоносный, приходите через консультацию, я говорю, это так или нет. Естественно, не там вот, да, вот это так. Естественно, консультация – это подробный ответ на ваш вопрос. Вы узнаете свою проблему. Почему это? Откуда это пришло? А дальше сами решайте, избавиться от этого или потом сделать, или подождать, неважно. Если вам нужна будет моя консультация, тоже вопрос. Придете, если я увижу, что здесь нет нужды для консультации, то вы не приходите. Следовательно, не оплачивайте, просто идете, делаете дальше мою работу, которую я вам укажу. Давайте взаимно уважать друг друга и не забирать друг у друга время, нервы и силы. Потому что я вам еще пригожусь, меня на всех не хватит. Именно для этого я и создала 15 тысяч работ. Чтобы на любое просто, вот любой каприз и бесплатно. И сказала, как это найти. Продать дом ведьмина изба, купить дом ведьмина изба, купить машину ведьмина изба. Что еще? Деньги ведьмина изба, защита ведьмина изба, оберег ведьмина изба, зазывы ведьмина изба, удача ведьмина изба. Набирайте. Даже есть плейлисты, которые мои зрители собрали из моих разных каналов, дочерних и так далее. Можете даже не утруждать себя. Просто название посмотрите ролика, ритуала. И вот это название в гугле наберите, рядом текст напишите, и выйдет мой сайт с этим текстом. Вот даже это все предусмотрено. Я не знаю, что еще нужно делать, чтобы вас стимулировать работать во благо себе. Если человек хочет перемен, он потратит 2 недели,
чтобы изучить, понять, что ему конкретно надо, и исправить свою судьбу. А если человек привык ныть, выйти и так далее, здесь вам никто нянькаться не будет. Я тем более. Я человек жесткий. Понимаете? Я считаю, что человек должен бороться. Вселенная любит тех, кто борется. Все борются для своей жизни. Ребенок борется, чтобы родиться. Если он не будет бороться, он там задохнется и умрет. Или его будут этими клещами вытаскивать, и впоследствии у него 1000 проблем с головой, с мозгом, и прекрасно это знаете. Женщина борется, чтобы родить ребенка. Отец борется за свою семью. Строитель борется с камнем, чтобы суметь придать тот вид дому, который он хочет. Скульптор борется с мрамором. Все борются. Жизнь, мир – это борьба. Даже наша планета борется, чтобы существовать. Кружится вокруг своей оси, чтобы существовать, создать ту энергию, которая дает ему возможность существовать. Солнце борется с нами, забирает энергию, отдает энергию. Вода борется с сушей, всю свою историю, сколько существует, бьется о скалы, расширяет себе больше и больше пространства. Суша борется с водой. Вулканы борются с земной этой мантией, выплескивая свою ярость. Понимаете? Все борются. Вот когда борется человек, он достигает своей цели. Когда он хочет, чтобы за него кто-то боролся, это все равно, когда у тебя голова болит, чтобы цитрамон выпил твой сосед. Это одно и то же. Пока вы не захотите, у вас ничего не получится. Вы должны хотеть. Не делать вид, что я хочу, а реально желать этого. На этом все на сей раз. Всем удачи.